Аврора – уникальные часы проекта Намфлик. В этих часах есть частичка корабля. Модель выпущена в 2009 году. В ее создании принимали участие действительно мастера часового искусства, среди которых тогда еще малоизвестный Константин Чайкин. Всем привет, друзья! С вами Виктор, и вы на канале про часы. За мной сейчас находится та самая легендарная Аврора. И именно этому кораблю посвящены часы из нашего сегодняшнего обзора. В мае 1900 года в присутствии императора Николая II под залпы артиллерийского салюта состоялся торжественный спуск Авроры на воду. Во время русско-японской войны крейсер участвовал в походе Второй Тихоокеанской эскадры, принимал участие в Первой мировой войне, обороне Ленинграда в Великой Отечественной, и, по легенде, холостой выстрел с Авроры явился сигналом к началу штурма Зимнего дворца. Так крейсер стал одним из главных символов Октябрьской революции. В 1985 году после капитального ремонта подводная часть Авроры была полностью заменена. Старая была затоплена у берегов Финского залива и частично сохранилась. Именно из этой старой подводной части выполнен циферблат часов. Последний ремонт Авроры был завершен в 2016 году. После него крейсер торжественно прошел по Неве под разводными мостами и сейчас стоит на Петроградской набережной Санкт-Петербурга. Ну что, друзья, давайте смотреть на сами часы, и поставлялись они вот в таком деревянном ящике зеленого армейского цвета. Я думаю, такой ящик будет знаком тем, кто связан с армией, либо раньше был связан, потому что в такого рода деревянных ящиках зеленых часто поставлялись какие-то боеприпасы, оружие, либо хранились другие ценные предметы. Здесь такая массивная металлическая застежка. Открываем этот ящик, и вот они сами часы. Та самая легендарная Аврора. И помимо часов есть письмо. Здесь у нас указано Санкт-Петербург, Петровская набережная. Номер телефона — это, собственно, сам музей крейсер Аврора. На другой стороне рисунок этого крейсера и выдержка из указа Петра I от 1722 года. Надлежит вам беречь останки кораблей, яхт и галер, а будете упускать, то взыскано будет на вас и на потомков ваших. Петр I, 1722 год, свод законов Российской империи. Собственно, в этом письме, если развернуть, кстати, очень приятная бумага, такая в старом стиле, тоненькая. И здесь информация про крейсер Аврора, где он бывал, какие были ремонты. И в самом низу как раз таки информация о том, что в 1985 году подводную часть крейсера заменили. А старая часть была сначала отправлена в ремонт и позже была затоплена. И, собственно, из этой самой старой части и выполнена часть этих часов. Не корпус, а непосредственно циферблат. Ну, действительно, с первого взгляда часы вызывают просто восхищение, они уникальные. Таких часов подобных, лично я в руках не держал что-то подобное, что-то настолько интересное. И давайте посмотрим ближе на эти часы и более детально разберем их элементы. Ну что, с чего же начать? А давайте начнем с ремешка. Ремешок здесь кожаный ремешок, довольно широкий, и это кожа акулы. На бакле мы видим надпись «Аврора», точно таким же шрифтом, как и на самой Авроре. Внутри у нас тоже «Аврора» и надпись «Часовое наследие». Но я думаю, что сами часы гораздо интереснее, чем ремешок. Хотя, что еще интересного, здесь довольно интересно устроено крепление ремешка. Просто так подкопаться к нему, снять его невозможно. Видите, здесь есть небольшие отверстия, через которые как раз таки можно добраться до шпилек и ремешок в случае необходимости заменить. Ну давайте пойдем по корпусу. Корпус этих часов, он полностью, все детали, в принципе, все элементы часов, они отсылают нас к морскому транспорту, они нас отсылают к крейсеру Аврора. Сама форма корпуса здесь уникальна и необычна, и с первого взгляда может показаться, что часы какие-то не совсем комфортные, не совсем удобные, но в принципе, в целом, одев их на руку, я понял, что часы вполне можно носить даже на повседневной основе. Ну что, давайте поближе посмотрим на материал. Корпус выполнен полностью из нержавеющей стали, и все эти элементы, все клепочки тоже выполнены из стали и отлично выглядят. Что касается надписей, здесь мы видим номер 0040, с другой стороны 1900 год, это непосредственно год, когда крейсер Аврора спустили на воду.
И эта лимитированная серия была выпущена 1900 штук вот таких часов. Ну что, давайте перейдем к задней крышке и посмотрим, что написано здесь. Нумерованная серия сделана в Санкт-Петербурге, Аврора. И да, что самое интересное в этих часах, они полностью сделаны в одном городе, в городе Санкт-Петербург. То есть все элементы, и корпус, и циферблат, и стрелки, метки, все, пожалуй, кроме механизмов, сделано непосредственно в Санкт-Петербурге. Механизм-то здесь довольно старый, механизм винтажный, к нему вернемся немножко позже, но дорабатывался он и стал таким, как мы его видим сейчас, тоже непосредственно в Санкт-Петербурге. И в этом проекте участвовало несколько довольно известных, довольно серьезных часовых мастеров, и самый известный это, конечно же, Константин Чайкин. Говорят, он даже лично нырял в Финский залив и отпиливал кусочек крейсера Авроры для того, чтобы сделать циферблат этих часов. А циферблат этих часов, собственно, есть самым интересным, что в этих часах есть. И здесь используется металл из днища крейсера Авроры. Обратите внимание, здесь на циферблате мы видим ржавчину, практически натуральную. На самом деле я не знаю точной технологии, как выполняются такого типа циферблаты, но насколько мне известно, то на лист стали наносится ржавая крошка, и каким-то образом она там фиксируется для того, чтобы создался как раз таки вот этот эффект ржавчины. И как видите, эта ржавчина заходит даже на метки и на стрелки частично. И как говорят мастера, с меток и стрелок эту ржавчину довольно легко убрать и почистить, если есть необходимость. С другой стороны, таким образом циферблат выглядит еще более как-то аутентично. И когда у вас понемножку ржавчина расходится по меткам, по стрелкам, такое ощущение, что корабль и дальше продолжает стареть, и часы в какой-то степени живы. Что-то подобное мы можем наблюдать на бронзовых часах, которые покрываются патиной. Вот здесь мы видим что-то подобное, только уже под стеклом. Собственно, на самом циферблате у нас есть надпись «Аврора». Ее здесь не так, чтобы сильно хорошо видно, потому что все-таки циферблат весь ржавый. И часовые метки здесь накладные, 12, 6, 9, даже кусочек есть метки 3. И самое интересное, это, конечно, прозрачное окошко, через которое видно движение баланса спирали. Не менее интересно в этих часах выполнена заводная головка. Она здесь находится в позиции 12 часов и выполнена она в форме рулевого колеса. Собственно, в первом положении мы можем часы завести. Во втором положении мы можем переводить стрелки часов. Кстати, на стрелках нанесена светомасса, и в темноте они даже будут немного светиться. Но на метках здесь, конечно, ничего такого нет. Стекло здесь, похоже, минеральное, не сапфир, и, ну и, собственно, никаких антибликов нет. Но это не страшно, потому что за счет вот этих клепок, даже если вы положите часы и будете елозить по столу, в принципе, оно не поцарапается, потому что все клепочки, они выступают над стеклом и служат, собственно, его защитой. И давайте перейдем к задней крышке. Обратите внимание, она здесь закручена винтами, и винты в форме звезд. Так что открутить такую заднюю крышку просто так, я думаю, невозможно без специального оборудования. Хотя, может быть, она откручивается через вот эти винты, которые у нас на лицевой панели. Но точно сказать не могу, и, честно, желания особо раскручивать эти часы у меня в данный момент нет. Но теперь давайте более детально по механизму. Здесь установлен механизм марки «Звезда» 1802T18 ZIF. Сделано в СССР, производство Пензенский часовой завод. Механизм с ручным заводом, запас хода до 34 часов. Собственно, этот механизм имеет 18 тысяч полуколебаний в час на 15 камнях, и его точность хода минус 20 плюс 40 секунд в сутки. Конечно, точность очень слабенькая, но это коллекционные часы, и здесь точность хода хорошая, ну, пожалуй, даже и не нужна. Здесь интересна сама история, здесь интересен именно сам этот механизм. И как мы можем наблюдать на клейме, этот механизм выпущен во втором квартале 1951 года. Вот, собственно, здесь такую надпись мы и видим. И с целью уменьшения износа и трения деталей этого старинного механизма специалисты нанесли уникальное запатентованное защитное покрытие на мосты и платины. А для того, чтобы раритетный механизм приобрел свой совершенный вид, была произведена особая полировка всех стальных деталей.
Кстати, для улучшения равновесия действия системы баланс-спираль была произведена дополнительная регулировка баланса на основании оригинальных документов производителя. И как раз таки вот этот баланс-спираль мы можем с вами наблюдать через окошко на циферблате. Выглядит очень-очень круто. И, возможно, даже в какой-то степени эти часы хочется носить задней крышкой наружу. Но мне действительно очень нравится этот механизм. Собственно, на самом механизме мы видим надпись «Звезда», 3 звездочки, дату производства второй квартал 1951 года, 15 камней, клеймо завода и номер механизма. Здесь он 182 72 76. Выглядит достойно, мне кажется, очень-очень хорошее решение было использовать именно этот старый механизм «Звезда». Но, насколько я знаю, этот механизм в первую очередь был выбран за счет того, что изначально механизм имеет прямоугольную форму. Да и сами часы «Звезда», насколько вы можете помнить, они именно такой прямоугольной формы, как и, собственно, наша модель «Аврора». Давайте более детально попробуем все-таки рассмотреть циферблат, рассмотреть эту ржавчину. Как видите, она попала здесь и на стрелки, и метки сами уже не так блестят. Но думаю, полирнуть, конечно, можно и будет, возможно, лучше смотреться. Но здесь уже все по желанию владельца этих часов. Можно их сделать как новыми, а можно им дать продолжать жить и распространять эту ржавчину. И, кстати, вокруг окошка, вокруг баланса спирали, видите кольцо, которое не дает ржавчине попасть уже непосредственно внутрь механизма. Конечно, часы не новые, эти часы были выпущены в 2009 году, но практически не носились, поэтому, в принципе, свой внешний вид сохранили. Конечно, есть кое-где грязь, кое-где возможны потертости, но в целом выглядит очень достойно, и это хороший коллекционный экземпляр. И вот таким образом часы выглядят на руке. Конечно, они великоваты, конечно, это не повседневный вариант, это коллекционные часы. Хотя, если вы их оденете на какую-то встречу, беседа на вечер вам обеспечена. Можно рассказать много красивых историй и про крейсер, и про часовое дело, и про советское, и про современное. Так что тема очень даже интересная и привлекательная. И, конечно, очень приятно обладать такими коллекционными экземплярами с большой, действительно интересной историей. Что касается цены, эти часы стоили относительно недорого. Такая версия продавалась за 190 тысяч, версия с глухим циферблатом была порядка 90 тысяч рублей. Много это или мало? Ну, на момент 2010 года, наверное, дороговато. Учитывая их коллекционную составляющую, думаю, что очень даже достойно. Сейчас гораздо дороже продаются и обычные простые часы, которые имеют гораздо меньший коллекционный интерес. Ну что, друзья, напишите в комментариях, как вам эта модель, нравятся ли вам такие часы, часы с историей, часы с кусочками кораблей и, в принципе, исторической тематикой. Мне кажется, что историческая часть, какая-то история, фишка в часах в любом случае очень важна. И если вы хотите о своих часах рассказывать, это действительно очень круто. Так что выбирайте часы с историей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в новых выпусках. До новых встреч. Пока.